Вы когда-нибудь по-настоящему смотрели на ночное небо? Не просто скользили взглядом, отыскивая знакомый ковш или пояс воина, а именно вглядывались в эту бархатную, бездонную угольную черноту и задавали себе самый простой, самый детский, самый очевидный вопрос на свете. Почему оно темное? Наверное, вы усмехнетесь. Что за глупость? Ночь темна, потому что ночь. Солнце, наш персональный космический прожектор, скрылось за горизонтом, повернувшись к другой стороне планеты. Его свет больше не заливает нашу атмосферу, не рассеивается в ней, окрашивая небесный купол в жизнерадостную лазурь. Логично? Безусловно. Уютно, понятно и совершенно до обидного неверно. Вернее, это лишь крошечный фрагмент правды, капля в океане, песчинка на бескрайнем побережье космической реальности. Эта удобная домашняя логика работает только здесь, на пороге нашего земного дома. Но стоит нам мысленно шагнуть за этот порог, и она рассыпается в пыль. Давайте сделаем этот шаг. Наше Солнце всего лишь одна звезда. Одна из, по самым скромным подсчетам, сотен миллиардов звезд, что кружатся в исполинском хороводе нашей галактики, Млечного Пути. Представьте себе это. Сотни миллиардов Солнц. Некоторые тусклее нашего, другие ярче в 1000 раз. Некоторые с голубые гиганты, пылающие яростным неистовым огнем. Другие – красные карлики, тлеющие, словно вечные угольки. Все они образуют гигантский светящийся диск, фосфоресцирующий водоворот, настолько огромный, что свету требуется 100 тысяч лет, чтобы пересечь его из конца в конец. Мы живем на его тихой окраине, в провинциальном спиральном рукаве. Но даже отсюда, в ясную ночь, мы видим его сияющую сердцевину, как бледную туманную полосу на небе. Мы смотрим на нашу собственную галактику сбоку, и даже эта малая часть ее света уже завораживает. Но подождите, это только начало. Наш Млечный Путь – это не вся Вселенная. Он всего лишь один город в гигантском мегаполисе. Одна песчинка. За пределами нашего звездного дома раскинулся океан, в котором плавают другие галактики. Не тысячи, не миллионы. По последним данным, полученным благодаря пытливому взору космических телескопов, их триллионы. Триллионы островов света, каждый из которых, подобно нашему, состоит из сотен миллиардов собственных звезд. Некоторые из них – наши соседи, видимые даже невооруженным глазом, как туманные пятнышки. Другие так далеки, что их свет путешествовал к нам миллиарды лет, начав свой путь, когда на Земле еще даже не зародилась жизнь. А теперь давайте соберем все это воедино. Сотни миллиардов звезд в нашей галактике. Триллионы галактик во Вселенной. Число огней в космосе настолько велико, что наш разум отказывается его постигать. Оно превосходит количество песчинок на всех пляжах и во всех пустынях Земли. Это буквально океан огня. И вот здесь мы подходим к пропасти. К настоящей загадке, которая веками не давала покоя астрономам и философам. Представьте, что вы стоите посреди бесконечного леса. Не просто большого, а именно бесконечного, простирающегося во все стороны до вечности. Вы смотрите в любом направлении. Прямо перед вами стволы деревьев. Они кажутся большими и четкими. Чуть дальше другие деревья. Они поменьше и не такие яркие. Еще дальше их стволы почти сливаются в сплошную стену. Но раз уж лес бесконечен, то в какую бы точку на горизонте вы ни ткнули пальцем, ваша линия взгляда неминуемо упрется в ствол какого-нибудь дерева. Ближнего или дальнего – неважно. Важно, что пустот быть не должно. Весь ваш обзор должен быть заполнен сплошной беспросветной текстурой древесной коры. Вы не должны видеть ничего, кроме деревьев. Теперь заменим деревья в нашем мысленном эксперименте на звезды, а лес – на Вселенную, которую мы до недавнего времени считали бесконечной и вечной. Куда бы вы ни посмотрели в ночное небо, в любую самую крошечную его точку, ваш взгляд, пронзая пространство, рано или поздно должен наткнуться на поверхность звезды. Да, далекие звезды тусклее близких. Их свет ослабевает пропорционально квадрату расстояния.
Но вот в чем подвох, который и превращает эту задачку в настоящий интеллектуальный капкан. Чем дальше мы смотрим, тем больше пространства попадает в наше поле зрения. И количество звезд в каждом следующем слое пространства растет ровно настолько, чтобы компенсировать ослабление света от каждой отдельной звезды. Проще говоря, мириады тусклых далеких звезд должны светить так же ярко, как горстка ярких близких. Если сложить свет от всех этих бесконечных слоев, от всех этих триллионов галактик, от всех этих неисчислимых солнц, то результат получается один. Не просто светлое небо. Небо должно пылать. Оно должно сиять с яркостью поверхности средней звезды. Вся небесная сфера от горизонта до горизонта днем и ночью должна быть ослепительным, всепоглощающим, испепеляющим белым полотном. Ночного неба в нашем понимании просто не должно существовать. Мы должны жить внутри гигантской, бесконечно раскаленной печи. Но мы этого не наблюдаем. Мы выходим на улицу, поднимаем голову и видим темноту, спокойную, прохладную, умиротворяющую темноту, изредка пронзенную бриллиантовыми уколами отдельных звезд. Вот он. Великий парадокс. Простой детский вопрос. Почему ночью темно? Оборачивается зияющей трещиной в самом фундаменте нашего понимания мира. Он ставит под сомнение все, что казалось очевидным. Бесконечность пространства, вечность времени, статичность мироздания. Он говорит нам, что либо наша логика неверна, либо наше представление о Вселенной – глубочайшее заблуждение. Эта загадка, известная в науке как фотометрический парадокс, не просто курьез, это ключ. Ключ, отпирающий дверь в самые потаенные комнаты космологии. Это нить, потянув за которую мы распутываем клубок величайших открытий XX века. Она ведет нас прямиком к моменту рождения Вселенной, к ее невероятному расширению, к природе самого света и времени. Так что забудьте на время про уютный ответ о закатившемся солнце. Он больше нам не помощник. Мы отправляемся в путешествие, где темнота – это не отсутствие света. Темнота – это главный герой. Это повествование. Это исторический документ, написанный на языке самой Вселенной. И чтобы прочесть его, нам придется отказаться от привычных истин и приготовиться к тому, что реальность окажется куда более странной и куда более прекрасной, чем мы могли себе вообразить. Простой вопрос требует непростого ответа. И ответ на него – это не просто факт. Это целая сага. Сага о рождении, жизни и самой природе реальности. И начинается она здесь, в этой успокаивающей, обманчивой тьме. Итак, мы стоим перед зияющей пропастью, развершейся между нашим повседневным опытом и холодной логикой чисел. Вопрос о ночной тьме перестал быть невинной детской загадкой. Он обернулся интеллектуальной химерой, терзавшей лучшие умы на протяжении столетий. И у этой химеры есть имя, данное ей в честь человека, который не просто столкнулся с ней, но и посмотрел ей прямо в глаза, описав ее с беспощадной математической точностью. Его звали Генрих Вильгельм Ольберс. Он не был кабинетным философом, витающим в облаках абстракций. Он был врачом из Бремена, человеком практики, а по ночам – страстным и дотошным астрономом, открывателем астероидов и комет. Он был человеком, который верил в то, что видит в свой телескоп. И именно эта вера в наблюдаемые факты столкнулась с железной логикой его эпохи, породив один из самых глубоких кризисов в истории науки. Ольберс не изобрел этот парадокс, но он превратил его из смутного беспокойства в официальный ультиматум, брошенный всему мирозданию. Он построил для человеческого разума идеальную ловушку. И чтобы понять ее коварное устройство, нам нужно внимательно изучить 3 ее несущие стены. 3 фундаментальных допущения, которые в начале XIX века казались не просто истинами, а самоочевидными, как восход солнца. Первая стена этой ментальной темницы – убеждение, что Вселенная бесконечна в пространстве. Эта идея была не просто научной гипотезой. Она была философским знаменем эпохи Просвещения, триумфом разума над древними страхами. Мы только что сбросили с себя клаустрофобические оковы мира, где Земля была центром, а звезды – шамфонариками, прибитыми к хрустальной сфере.
Отказавшись от центра, мы логично пришли к отказу и от края. Ведь что такое край? Стена? А что за ней? Задавать такие вопросы казалось ребячеством, возвратом к мифологии. Бесконечная, гомогенная вселенная, подчиненная единым законам, была вершиной элегантности и простоты. Это была вселенная Ньютона и Лапласа, величественная, предсказуемая, безграничная. Любая другая концепция казалась уступкой иррациональному. Бесконечность была синонимом свободы. Свободы от теологических рамок и антропоцентрических иллюзий. Она была чистым холстом, на котором наука могла писать свои универсальные законы. Вторая стена, не менее прочная и внушительная, это вечность Вселенной во времени. Мысль о том, что у мира было какое-то начало, некий момент творения, отдавала старыми преданиями и казалась ненаучной. Вселенная представлялась гигантским, идеально отлаженным часовым механизмом, который не нужно было заводить. Он просто тикал. Всегда. От вечности и до вечности. Да, отдельные детали этого механизма, звезды, планеты, могли рождаться и умирать, но сам механизм, сама ткань пространства и времени считался незыблемым, статичным и вечным. Эта концепция статической вечности решала множество неудобных вопросов. Не нужно было объяснять, что было до Вселенной или откуда она взялась. Она была данностью, аксиомой. Это был идеальный космос для физики, которая стремилась открыть вечные законы, управляющие вечной материей. Вселенная была подобна реке без истока и без устья, просто текущей. И, наконец, третья стена, замыкающая эту безупречную логическую конструкцию, это предположение о равномерном распределении материи. Конечно, астрономы видели, что звезды группируются в созвездия, а Млечный Путь образует на небе плотную полосу. Но речь шла о космологическом масштабе. Предполагалось, что если взять очень большой куб пространства со стороной в миллионы или миллиарды световых лет, то среднее количество звезд в нем будет примерно одинаковым, где бы мы этот куб ни разместили. Это так называемый космологический принцип. На больших масштабах Вселенная однородна и изотропна, то есть выглядит одинаково во всех точках и во всех направлениях. Без этого допущения любая попытка экстраполировать наши местные наблюдения на всю Вселенную была бы обречена. Это как изучать химический состав океана, предполагая, что соленость воды в твоем ведре примерно такая же, как и в любом другом ведре, зачерпнутом за тысячи километров отсюда. Итак, вот они, три столпа классической космологии, три аксиомы, казавшиеся нерушимыми, бесконечное пространство, вечное время и равномерно рассыпанные по этому пространству звезды. Каждая из них по отдельности звучала как гимн разуму. Но Ольберс показал, что, собравшись вместе, они порождают логический кошмар. Он пригласил нас в самый сердцевинный круг ада для логики. Представьте себя наблюдателем, точкой в центре этой бесконечной, вечной и однородной Вселенной. Теперь проведем мысленную черту, очертив вокруг себя тонкую сферическую оболочку, скажем, на расстоянии в 100 световых лет. В этой оболочке, как изюм в кексе, находится некое количество звезд. Каждая из них посылает нам свой лучик света. Суммарно они создают некую яркость. А теперь нарисуем вторую оболочку вдвое дальше, на расстоянии в 200 световых лет. Тут-то и начинается дьявольская арифметика. Эта вторая оболочка имеет гораздо большую площадь поверхности. Согласно законам геометрии, ее площадь будет вчетверо больше, чем у первой. А раз Вселенная однородна, то и звезд в этой оболочке будет примерно вчетверо больше. Четырехкратный рост числа источников света. Казалось бы, небо должно становиться ярче. Но в игру вступает другой закон. Закон оптики. Интенсивность света от любого источника убывает пропорционально квадрату расстояния. Это знает каждый, кто отходил от костра в темном лесу. Стоит сделать 2 шага, и тепла, и света становится заметно меньше. Звезда, находящаяся на расстоянии в 200 световых лет, будет для нас вчетверо тусклее, чем точно такая же звезда на расстоянии в 100 световых лет. И вот здесь капкан захлопывается с оглушительным щелчком. Происходит идеальная, зловещая компенсация. В более далекой оболочке находится вчетверо больше звезд, но каждая из них светит вчетверо слабее. Один эффект в точности уничтожает другой.
В результате суммарный поток света, приходящий к нам от второй, далекой оболочки, оказывается абсолютно таким же, как и от первой, близкой. Это уже само по себе странно, но дальше будем больше. Возьмем третью оболочку, втрое дальше. В ней будет в 9 раз больше звезд, но каждая будет светить в 9 раз слабее. И снова тот же результат. Этот слой вносит в общую яркость неба ровно такой же вклад, что и первый и второй. И так далее. 4-й слой, 5-й, 1000-й, миллионный. Поскольку наша Вселенная по условиям задачи бесконечна и вечна, а значит, свет от самых далеких звезд имел бесконечное время, чтобы до нас долететь. Мы можем рисовать эти слои оболочки до бесконечности. Бесконечное число слоев. И каждый из них, будь он рядом с нами или на невообразимой дали, добавляет в общую копилку одну и ту же ненулевую порцию света. Что же мы получим, если сложим бесконечное число одинаковых, конечных величин? Ответ один – бесконечность. Это не поэтическая метафора, это строгий и неотвратимый математический вывод. Небо не должно быть просто светлым. Его яркость должна быть бесконечной. Вся небесная сфера, каждая ее точка, должна была бы сиять со слепительной яркостью поверхности Солнца. Мы должны были бы жить внутри исполинской, раскаленной до бела печи. Ночная прохлада, бархатная тьма, мерцание отдельных звезд – все это должно было быть физически невозможно. Вот он, парадокс Ольберса во всем своем ужасающем величии. Это был приговор, вынесенный всей картине мира. Это был момент, когда самая стройная и красивая научная теория породила самое уродливое и абсурдное предсказание. Разрыв между логикой и реальностью был абсолютным. Теория предсказывала все сожжения. Реальность показывала нам спокойную, прохладную тьму. Эта тьма перестала быть просто фоном. Она стала молчаливым, но оглушительным обвинением. Она кричала о том, что, по крайней мере, одно из наших фундаментальных представлений о Вселенной – бесконечность, вечность или статичность – является катастрофической ошибкой. Ловушка для разума была расставлена, и она была безупречна. Вопрос был лишь в том, какую из 3 ее стен придется сломать, чтобы из нее выбраться. И какой будет цена этой свободы. Мы заперты. Стальные стены логики, возведенные Ольберсом, сомкнулись вокруг нас. И выход кажется невозможен. Бесконечное пространство, вечное время, равномерно рассыпанные звезды – 3 аксиомы, каждая из которых по отдельности выглядит столпом здравого смысла, вместе создают абсурдный прогноз раскаленной до бела Вселенной. Чтобы выбраться из этой интеллектуальной темницы, нам не нужен ключ. Нам нужен таран. Мы должны обрушить одну из стен. Но какую? Какую из этих фундаментальных истин мы осмелимся объявить ложью? Давайте начнем с самой дерзкой, самой кощунственной для классического научного ума идеи. Давайте посягнем на саму вечность. Что, если у Вселенной был день рождения? В XIX веке и даже в начале XX эта мысль звучала как капитуляция. Как возврат к мифологии, к книге бытия, к идее божественного вмешательства. Наука стремилась изгнать из космологии любые намеки на единичный, уникальный акт творения. Вечный, неизменный, статический космос был ее идеалом. Но наука в своем неумолимом движении порой приходит к выводам, которые звучат как древние пророчества. И величайшее открытие, изменившее все, началось не с громких заявлений, а с тихого скрипа пера на бумаге, с загадочных символов в уравнениях общей теории относительности Эйнштейна. Сам великий физик, сформулировав свою теорию гравитации, с ужасом обнаружил, что она предсказывает нечто немыслимое. Его математическая модель Вселенной была нестабильна. Она не могла просто так стоять на месте. Она должна была либо сжиматься под действием собственной тяжести, либо расширяться. Эта динамика настолько испугала Эйнштейна, настолько противоречила его философским убеждениям о статичном мире, что он совершил то, что позже назвал своим величайшим просчетом. Он искусственно ввел в свои уравнения специальный космологический член, некую антигравитационную силу, чтобы удержать свою модель от коллапса
или разлета. Он заставил Вселенную стоять на месте, потому что не мог поверить, что она движется. Но семена сомнения были посеяны. И проросли они в уме другого гения, бельгийского священника и астрофизика по имени Жорж Леметр. Этот удивительный человек, который видел гармонию, а не противоречие между своей верой и своей наукой, не испугался последствий уравнений Эйнштейна. Он отнесся к ним со всей серьезностью. Если математика говорит, что Вселенная динамична, значит, так оно и есть. И если она сегодня расширяется, то, рассуждал Леметр, прокрутив пленку времени назад, мы должны прийти к моменту, когда она была меньше, еще меньше и еще. В конце концов, вся материя и вся энергия Вселенной должны были быть сжаты в одной единственной невообразимо крошечной и плотной точке. Леметр назвал ее первоатомом. Он предположил, что вся история космоса – это история распада. Или, лучше сказать, разворачивание этого первоначального единства. Это была не просто гипотеза. Это был первый набросок теории, которую мы сегодня с несколько легкомысленным названием знаем как «Большой взрыв». Идея о дне рождения Вселенной перестала быть мифом и стала научным прогнозом. Сегодня, после десятилетий наблюдений, измерений и расчетов, мы можем назвать дату этого события с поразительной точностью. У Вселенной есть возраст. И он не бесконечен. Он составляет примерно 13,8 миллиарда лет. Это не просто красивая цифра. Это число, высеченное в самой ткани реальности, подтвержденное множеством независимых методов. От измерения скорости разбегания галактик до анализа реликтового свечения, оставшегося от той огненной эпохи. 13,8 миллиарда лет. Вдумайтесь в это. Это очень много по человеческим меркам. Но это не вечность. Это конечный, измеримый промежуток времени. И этот простой факт, конечность возраста Вселенной, наносит первый сокрушительный удар по парадоксу Ольберса. Чтобы понять, как именно, нам нужно призвать на помощь еще одного фундаментального героя нашей истории – свет. Вернее, его скорость. Скорость света в вакууме – это не просто очень большое число. Это абсолютный предел, космический диктатор, самый строгий закон во всей физике. Ничто, ни материя, ни информация, ни даже само влияние одного события на другое не может перемещаться быстрее. Скорость света – это не рекорд скорости, который можно однажды побить. Это сама скорость, с которой причинность распространяется по Вселенной. Именно эта конечность скорости света в сочетании с конечностью возраста Вселенной и есть наш таран. Когда мы смотрим на ночное небо, мы совершаем акт археологии. Мы смотрим в прошлое. Свет от Луны летит до нас чуть больше секунды. Мы видим ее такой, какой она была секунду назад. Свет от Солнца идет 8 с небольшим минут. Ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии чуть более 4 световых лет. Мы видим ее свет, испущенный 4 года назад. Галактика Андромеды, наш ближайший крупный сосед, видна нам такой, какой она была 2,5 миллиона лет назад, когда по Земле бродили наши далекие предки австралопитеки. Свет от более далеких галактик путешествовал к нам миллиарды лет. Мы видим их такими, какими они были, когда Вселенная была еще юной. А теперь соединим все вместе. Если Вселенной всего 13,8 миллиарда лет, то это означает, что мы физически не можем увидеть ничего, что находится от нас дальше, чем на 13,8 миллиарда световых лет. Не потому, что там ничего нет, а потому, что свет оттуда, от этих гипотетических, еще более далеких галактик, еще просто не успел до нас дойти. Он в пути, он летит сквозь пространство и время, но его путешествие еще не окончено. Это создает вокруг нас невидимую, но абсолютно реальную границу – космический горизонт. Это не стена, в которую можно врезаться. Это временной барьер.
Это предел нашей наблюдаемой Вселенной. Даже если сама Вселенная в пространстве бесконечна, а это вопрос до сих пор открытый, та ее часть, которую мы в принципе способны увидеть, конечно. Ее радиус равен возрасту Вселенной, умноженному на скорость света. Теперь вернемся к кошмару Ольберса, к его бесконечному ряду светящихся сферических слоев. Что с ним стало? Наша новая космология обрубает этот ряд без всякой жалости. Мы все так же можем рисовать наши мысленные сферы. Первая сфера, вторая, сотая, миллионная. Но мы не можем продолжать этот процесс до бесконечности. Дойдя до расстояния в 13,8 миллиарда световых лет, мы упираемся в стену. Не в стену из кирпича, а в стену времени. Дальше тьма. Не потому, что там нет звезд, а потому что мы видим эту область пространства такой, какой она была в самый момент Большого взрыва, когда звезд еще не существовало. Мы смотрим в младенчество мира, в эпоху до рождения первых светил. Бесконечная сумма, которая в расчетах Ольберса приводила к бесконечной яркости, превратилась в сумму конечную. Огромную, но конечную. Мы складываем свет не из бесконечного числа слоев, а из вполне определенного их количества. А конечная сумма конечных величин всегда дает конечный результат. Парадокс трещит по швам. Его математическое сердце, идея бесконечного сложения, остановлена. Представьте снова наш бесконечный лес. Но теперь добавим одно условие. Этот лес не вечен, он волшебным образом вырос всего час назад. Вы стоите в его центре. Вы видите деревья вокруг себя. Вы видите те, что в 100 метрах от вас в пятистах. Но вы не можете увидеть дерево, которое находится в 300 тысячах километров от вас, даже если оно там есть. Почему? Потому что свету от этого дерева, летящему с предельной скоростью, потребуется целый час, чтобы преодолеть это расстояние и достичь ваших глаз. Ваш видимый мир ограничен сферой с радиусом в 1 световой час. За пределами этого горизонта может простираться бесконечный лес, но для вас здесь и сейчас там царит абсолютная тьма. Тьма не отсутствия, а тьма ожидания. Вот она, первая и самая мощная причина темноты ночного неба. Оно темно, потому что мы живем в молодой Вселенной. Мы живем в отголосках космического утра. Тьма между звездами – это не пустота. Это тень прошлого. Это огромное, осязаемое свидетельство того, что у нашего мира было начало. Глядя в эту черноту, мы смотрим на границу времени. Мы видим эхо момента творения. Стена вечности, одна из 3 опор парадокса, рухнула. И сквозь пролом в ней мы впервые увидели не просто звезды, а историю. Историю Вселенной, у которой есть свой день рождения. Ловушка еще не обезврежена полностью, но ее главная пружина сломана. Мы пробили первую брешь в стенах парадокса. Признав, что у Вселенной был день рождения, мы отсекли бесконечный хвост света от гипотетических, слишком далеких галактик. Их лучи просто еще не успели к нам прибыть. Это мощный удар по логике Ольберса, но, как ни странно, недостаточный. Если бы конечный возраст был единственным фактором, небо все равно было бы невыносимо ярким. Расчеты показывают, что света от тех триллионов галактик, что все же успели попасть в нашу наблюдаемую Вселенную, хватило бы, чтобы ночное небо сияло. Возможно, не как поверхность Солнца, но уж точно как сплошной яркий туман, в котором утонули бы и Луна, и самые яркие звезды. Темнота, которую мы видим, гораздо глубже и чернее, чем может объяснить один лишь юный возраст космоса. Должен быть еще один механизм, еще один космический цензор, который убавляет яркость мироздания, превращая потенциальный пожар в россыпь холодных искр. И чтобы найти его, нам нужно разбить вторую стену классической космологии – стену статичности. Вновь вернемся в начало 20 века. Пока Леметр выводил свою теорию первоатома из уравнений Эйнштейна по другую сторону Атлантики, в калифорнийской обсерватории Маунт-Вилсон, другой человек вглядывался в бездну, вооружившись самым мощным на тот момент телескопом в мире. Его звали Эдвин Хаббл.
Он был бывшим юристом, боксером-любителем и ветераном войны, человеком с железной волей и невероятной наблюдательной дотошностью. Его задачей было измерить расстояние до тех туманных пятнышек, которые астрономы называли спиральными туманностями, и понять их природу. Являются ли они облаками газа внутри нашего Млечного Пути? Или же это далекие, самостоятельные островные вселенные, как предполагал еще философ Кант? Используя новый метод измерения расстояний по пульсирующим звездам Цефеидам, Хаббл в середине 20-х годов доказал второе. Галактика Андромеды и другие подобные объекты – это гигантские звездные системы, сравнимые с нашей собственной, но находящиеся на колоссальных расстояниях. Вселенная в одночасье раздалась вширь, превратившись из одного звездного города в мегаполис с триллионами жителей. Но это было лишь первое из его великих открытий. Второе было еще более ошеломляющим. Хаббл не просто измерял расстояние. Вместе со своим ассистентом Милтоном Хьюмасоном он анализировал свет, приходящий от этих далеких галактик. Он раскладывал его в спектр как радугу и изучал темные линии в этом спектре. Отпечатки пальцев химических элементов, из которых состоят звезды. И он заметил поразительную, необъяснимую закономерность. Почти у всех галактик эти спектральные линии были смещены. Они не находились там, где должны были быть согласно лабораторным измерениям на Земле. Они были сдвинуты в красную длинноволновую часть спектра. Это явление, известное как эффект Доплера, было хорошо знакомо физикам. Когда источник волн, будь то звук сирены скорой помощи или свет звезды, удаляется от наблюдателя, волны как бы растягиваются, их длина увеличивается. Для звука это означает понижение тона, для света – покраснение. Красное смещение в спектрах галактик означало только одно – они от нас удаляются. Все, почти без исключений. И это было невероятно странно. Почему вся Вселенная бежит от нас, как будто мы – центр космической чумы? Но затем Хаббл сделал следующий шаг. Он сопоставил свои данные – расстояние до галактики и величину ее красного смещения, и обнаружил закон, который обессмертил его имя. Оказалось, что существует прямая, линейная зависимость. Чем дальше от нас находится галактика, тем быстрее она от нас удаляется. Галактика, расположенная вдвое дальше, улетает от нас вдвое быстрее. Втрое дальше, втрое быстрее. Это был не хаотичный разлет, а упорядоченное всеобщее расширение. Здесь очень важно понять суть этого открытия. Это не галактики летят сквозь пустое пространство, как шрапнель после взрыва. Это само пространство-время, сама ткань реальности расширяется. Представьте себе непропеченный кекс с изюминками. Поставьте его в духовку. Тесто начнет подниматься, увеличиваясь в объеме. Для любой изюминки будет казаться, что все остальные изюминки от нее удаляются. Причем соседняя изюминка отдалится не сильно, а та, что была на другом конце кекса, уедет гораздо дальше за то же время. Точно так же и в нашей Вселенной. Галактики – это изюминки, а пространство-время – это тесто. У этого расширения нет центра. Оно происходит везде и сразу. Любой наблюдатель в любой галактике увидит ту же самую картину. Все остальные галактики разбегаются от него. Это открытие, расширение Вселенной стало вторым тараном, обрушившимся на парадокс Ольберса, и его воздействие оказалось еще более тонким и глубоким. Что происходит со светом, когда он путешествует через расширяющееся пространство? Фотон света, испущенный далекой звездой миллиарды лет назад, это не просто пуля, летящая по прямой. Это волна. Волна, плывущая по океану пространства-времени. И если сам океан растягивается, то и волна, плывущая по нему, будет растягиваться вместе с ним. Это уже не просто эффект Доплера. Это нечто более фундаментальное, получившее название космологическое красное смещение. Длина световой волны увеличивается прямо пропорционально тому, во сколько раз расширилась Вселенная за время путешествия этой волны. А что значит увеличение длины волны для света? Согласно основам квантовой физики, энергия фотона обратно пропорциональна его длине волны. Чем длиннее волна, тем меньше у нее энергии. И вот он, второй механизм затемнения Вселенной.
Свет от очень далеких галактик, путешествуя к нам миллиарды лет через постоянно расширяющуюся ткань космоса, не просто летит. Он устает. Он теряет энергию. Каждый его фотон краснеет, и его волна растягивается. Свет, который был испущен в видимом, скажем, синем или желтом диапазоне, по прибытии к нам может оказаться в красной части спектра. Свет, который изначально был красным, сместится в инфракрасный диапазон, невидимый для наших глаз. Ультрафиолетовое излучение превратится в видимый свет, а самые энергичные гамма-лучи и рентгеновские лучи от древнейших катаклизмов дойдут до нас в виде безобидных радиоволн. Вселенная работает как гигантский космический диммер, регулятор яркости. Она берет энергичный, яркий свет, испущенный миллиардами юных звезд в далеком прошлом, и, пока он летит к нам, систематически понижает его энергию, растягивая его, размазывая по более длинным и тусклым волнам. Это объясняет, почему даже те галактики, свет от которых до нас уже дошел, не заливают наше небо ослепительным сиянием. Их свет доходит до нас ослабленным, выцветшим, лишенным своей первоначальной мощи. Представьте, что вы стоите на берегу и слушаете музыку, доносящуюся с корабля далеко в море. Если корабль стоит на месте, вы слышите мелодию. Если корабль быстро уплывает от вас, все звуки станут ниже, музыка превратится в протяжное низкое гудение. А если он уплывает с колоссальной скоростью, то все звуки сместятся в инфразвуковой диапазон, который ваше ухо просто не способно воспринять. Вы будете видеть корабль, но для вас он станет абсолютно беззвучным. Точно так же и с далекими галактиками. Мы можем видеть их в наши телескопы, но их свет – это лишь бледная, растянутая тень того яростного сияния, которое они излучали в своей молодости. Таким образом, расширение Вселенной наносит двойной удар по парадоксу. Во-первых, оно служит эмпирическим подтверждением теории Большого Взрыва. Ведь если все разлетается, значит, когда-то было вместе, подкрепляя наш первый ответ. А во-вторых, оно предоставляет совершенно независимый и невероятно мощный механизм затемнения. Стена статичности рухнула, и за ней мы увидели не просто движущуюся, а стареющую и остывающую Вселенную. Свет в ней не просто летит. Он живет, меняется и теряет силу с течением космического времени. Тьма ночного неба – это не только свидетельство рождения мира, но и отпечаток его непрерывной, величественной эволюции. Мы стоим на руинах старого мира. Две могучие стены классической космологии – вечность и статичность – пали под ударами двух великих идей XX века. Одна сказала нам, что у Вселенной есть день рождения. Другая, что она живет, дышит и растет, непрестанно расширяясь. Каждая из этих идей сама по себе наносит сокрушительный удар по парадоксу Ольберса. Но их истинная, ошеломляющая мощь раскрывается лишь тогда, когда они действуют сообща, как два гениальных следователя, которые, объединив свои улики, наконец, раскрывают самое запутанное дело. По отдельности они дают нам частичные ответы, намеки, полутона. Вместе они рисуют полную, ясную и поразительно элегантную картину того, почему ночь темна. Давайте на мгновение представим, что прав только первый наш ответ. Допустим, Вселенная действительно молода, ей 13,8 миллиарда лет, но при этом она статична, не расширяется. В этом случае, как мы уже поняли, мы были бы защищены от света галактик, находящихся за пределами нашего космического горизонта. Бесконечный ряд светящихся слоев Ольберса был бы оборван. Но что насчет света, который находится внутри этого горизонта? В нашей наблюдаемой Вселенной по-прежнему заключены триллионы галактик, каждая из которых – скопище миллиардов Солнц. Без эффекта расширения их свет долетал бы до нас без потерь, не считая обычного ослабления с расстоянием. И хотя сумма света была бы уже не бесконечной, а конечной, она все равно была бы колоссальной. Ночное небо не было бы угольно-черным. Оно бы светилось, как густой, яркий, однородный туман. Мы жили бы в мире вечных белых ночей, где самые яркие звезды были бы едва различимы на этом сияющем фоне. Так что конечность возраста – это важно, это критически важно. Но этого недостаточно. Теперь представим обратную ситуацию. Допустим, Вселенная вечна, но при этом
расширяется с той же скоростью, что и в реальности. В этом случае у света от самых далеких звезд было бы бесконечное время, чтобы до нас долететь. Никакого космического горизонта, связанного с возрастом, не существовало бы. Но каждый фотон, путешествуя через вечно расширяющееся пространство, терял бы энергию из-за космологического красного смещения. Свет от очень далеких галактик был бы настолько растянут, что превратился бы в невидимые радиоволны. Этот механизм затемнения работает превосходно. Однако в вечной Вселенной существовала бы проблема иного рода. За бесконечное время даже слабый, но постоянный приток энергии мог бы накопиться и привести к парадоксальным последствиям. И что важнее, сама идея вечно расширяющейся Вселенной приводит к логическому тупику. Если прокрутить время назад, мы неизбежно придем к состоянию сингулярности, то есть к началу. Таким образом, расширение само по себе намекает на конечность возраста. Эти две идеи неразрывно связаны. Истинная красота решения раскрывается, когда мы позволяем обоим факторам работать в унисон. Они не просто дополняют друг друга, они умножают эффект друг друга. Чтобы по-настоящему это прочувствовать, давайте воспользуемся метафорой. Представьте, что Вселенная – это гигантский почтовый сервис, а каждая звезда – это отправитель писем. Письма в данном случае – это фотоны, частицы света. Вы – получатель, стоящий на своем почтовом ящике под названием «Земля». В старой модели Ольберса этот почтовый сервис работал вечно, имел бесконечное число отправителей, и письма никогда не портились в пути. Естественно, ваш ящик должен был быть не просто переполнен, он должен был быть погребен под бесконечной лавиной писем. А теперь посмотрим, как два наших новых правила меняют эту картину. Правило номер 1. У Вселенной есть день рождения. Это означает, что почтовый сервис открылся всего 13,8 миллиарда лет назад. Вы не можете получить письмо, отправленное до этой даты, по той простой причине, что его никто не отправлял. Почтовый сервис еще не существовал. Это вводит жесткое абсолютное ограничение. Все звезды и галактики, которые находятся так далеко, что их свету потребовалось бы больше 13,8 миллиарда лет, чтобы до вас дойти. Это отправители, чьи письма еще в пути. Они просто не успели прибыть. Таким образом, конечный возраст Вселенной работает как гигантский фильтр на входе. Он отсекает подавляющее большинство потенциальных писем, оставляя лишь те, что были отправлены из обозримых окрестностей. Бесконечная лавина превращается в ограниченный, хотя и очень большой поток корреспонденции. Это первый ключ, который ограничивает количество света. Правило номер 2. Великое растяжение света. Это правило касается качества тех писем, что все-таки до вас дошли. Расширение пространства-времени – это плохая почтовая служба. В процессе доставки она портит письма. Представьте, что каждое письмо написано яркими, четкими чернилами на белоснежном листе бумаги, но во время долгого путешествия почтальон, само пространство, постоянно растягивает конверт вместе с письмом внутри. Что произойдет с текстом? Яркие чернила поблекнут, растянутся, превратятся из насыщенного черного в бледный, размытый серый, а то и вовсе в красноватый оттенок. Энергичный, четкий месседж станет слабым и едва читаемым. Точно так же и со светом. Фотон, испущенный как высокоэнергетичный, ультрафиолетовый или синий, после миллиардов лет путешествия по растягивающейся Вселенной прибывает к нам как низкоэнергетичный, красный или даже невидимый инфракрасный. Это второй ключ, который снижает энергию каждого отдельного луча света. А теперь сложим их вместе. Ночное небо темно, потому что, во-первых, до нас долетает свет лишь от малой доли всех существующих во Вселенной звезд, тех, что находятся внутри нашего временного горизонта. Это наш первый ключ. А во-вторых, тот свет, что все-таки долетает от далеких объектов, приходит к нам невероятно ослабленным, выцветшим из-за расширения Вселенной. Это наш второй ключ. Один ключ ограничивает количество, другой – качество. Один работает как таможня, не пропускающая слишком поздние грузы. Другой
как суровые условия транспортировки, портящие тот груз, что все же прошел. Вместе они создают эффект, который и порождает глубокую бархатную темноту ночного неба. Окончательный вывод звучит просто, но за этой простотой скрывается целая революция в нашем понимании мира. Небо темно не потому, что звезд мало. Их невообразимо много. Небо темно, потому что Вселенная молода и динамична. Темнота – это не пустота. Темнота – это гигантские часы, показывающие возраст мира. Темнота – это гигантский спидометр, показывающий скорость его расширения. Каждый раз, когда мы смотрим на черный бархат ночи, мы видим прямое, неопровержимое доказательство большого взрыва и расширяющейся Вселенной. Парадокс Ольберса – это старая интеллектуальная ловушка, превратился в свой антипод. В самый наглядный и красивый экспонат в Музее современной космологии. В каждом хорошем детективе есть ложный след. Есть подозреваемый, на которого указывают все улики, чья вина кажется очевидной, простой и до нельзя логичной. Он изящно объясняет все несостыковки, и следователь, поддавшись искушению, готов уже закрыть дело. В нашей истории о темноте ночного неба таким идеальным подозреваемым была космическая пыль. Идея, что именно она виновна в сокрытии света далеких звезд, настолько интуитивно понятна и соблазнительна, что до сих пор живет в умах многих как самое простое и очевидное решение парадокса. Зачем городить весь этот огород с большими взрывами и расширяющимися пространствами, если можно просто предположить, что между нами и далекими звездами висит гигантская непроницаемая завеса? Эта гипотеза выглядит чертовски привлекательно. Мы ведь знаем, что пыль в космосе существует. Мы видим ее собственными глазами. Величественные темные туманности, такие как знаменитая конская голова в созвездии Ориона или угольный мешок в Южном Кресте. Это и есть они. Гигантские облака холодного газа и мельчайших пылинок, силикатов и углеродных соединений. Они действительно работают как космический занавес, проступая темными силуэтами на фоне ярких звездных полей или светящихся туманностей позади них. Они поглощают и рассеивают свет, создавая одни из самых драматичных и красивых пейзажей в галактике. Так почему бы не предположить, что все межзвездное и межгалактическое пространство заполнено такой вот разреженной, но всепроникающей пылью? Давайте проследим за этой логикой. Вот свет от далекой-предалекой звезды летит к нам. На своем пути он встречает пылинку и поглощается ею. Свет от другой звезды встречает другую пылинку. И так далее. Если пространство бесконечно и равномерно заполнено пылью, то рано или поздно свет от любой, сколь угодно далекой звезды, будет перехвачен. Наш взгляд, устремленный в любую точку неба, неминуемо упрется не в поверхность звезды, а в непрозрачную стену из пыли. Проблема решена. Небо темно, потому что оно затянуто космическим смогом. Просто, элегантно и не требует никаких революционных пересмотров основ мироздания. Вселенная по-прежнему может быть бесконечной, вечной и статичной. Парадокс Ольберса обезврежен. Дело закрыто. Но не торопитесь. Великий сыщик по имени Наука никогда не доверяет простым ответам. Он всегда задает еще один самый каверзный вопрос. А что дальше? И в данном случае этот вопрос звучит так. А что происходит с пылинкой после того, как она поглотила фотон света? Вот здесь-то все стройное здание пылевой гипотезы и начинает трещать по швам. В игру вступает самый фундаментальный и неумолимый закон природы, который невозможно обойти или обмануть. Закон сохранения энергии. Один из столпов термодинамики. Он гласит: энергия не может исчезнуть бесследно. Она не может быть уничтожена. Она может лишь переходить из одной формы в другую. Когда крошечная частичка космической пыли поглощает фотон, энергия этого фотона никуда не девается. Она передается пылинке, заставляя ее атомы колебаться быстрее. Говоря проще, пылинка нагревается. Один фотон – это ничтожная порция энергии, и нагрев будет микроскопическим. Но мы ведь говорим о сценарии Ольберса. В его вечной и бесконечной вселенной на эту пылинку падает бесконечный поток фотонов от бесконечного числа звезд.
Она поглощает свет секунду за секундой, год за годом на протяжении всей вечности. И она нагревается. Нагревается все сильнее и сильнее. Что делает любое физическое тело, когда его нагревают? Оно начинает светиться. Холодный кусок железа, черен. Нагрейте его в кузнечном горне, и он сначала станет темно-красным, потом оранжевым, желтым и, наконец, ослепительно-белым. Этот процесс называется тепловым излучением. Любой объект, имеющий температуру выше абсолютного нуля, излучает электромагнитные волны. Чем выше его температура, тем больше энергии он излучает, и тем, длина волны этого излучения. Наша космическая пылинка, поглощая энергию звезд, обязана, согласно законам термодинамики, сама начать излучать эту энергию обратно в пространство. Она будет нагреваться до тех пор, пока не достигнет температурного равновесия. Состояние, когда количество поглощаемой ею энергии будет в точности равно количеству излучаемой. В условиях вечной Вселенной, залитой бесконечным потоком звездного света, эта равновесная температура была бы очень высокой. Пыль раскалилась бы до бела. И что в итоге? Завеса из пыли, которая должна была нас спасти от парадокса, сама превращается в источник света. Она поглощает видимый свет от звезд, но взамен излучает свой собственный тепловой свет. Да, возможно, он будет в другом диапазоне, например, в инфракрасном. Но суть это не меняет. Парадокс не исчезает, он просто меняет цвет. Вместо неба, пылающего видимым светом, мы получили бы небо, пылающее инфракрасным светом. Общая энергия, приходящая в каждую точку пространства, осталась бы той же. Мы все так же жили бы внутри гигантской раскаленной печи, просто невидимой для наших глаз, но вполне ощутимой для любого термометра. Таким образом, гипотеза о пыли – это не решение, а лишь отсрочка приговора. Она не устраняет проблему, а лишь маскирует ее, перенося из видимого диапазона в невидимый. Пыль в космосе – это не щит, а трансформатор. Она берет энергию в одном виде и отдает ее в другом. Чтобы тьма была настоящей, нужно не просто заблокировать свет. Нужно, чтобы самого этого бесконечного потока света в принципе не существовало. А это возвращает нас к единственно возможным выводам. Либо у потока было начало, конечный возраст Вселенной, либо энергия потока теряется по пути. Космологическое красное смещение. Ложный след завел нас в тупик, но он проделал важную работу. Он показал нам глубину проблемы и строгость научного подхода. Он научил нас, что интуитивно понятные ответы не всегда верны, и что любой гипотезе предстоит выдержать перекрестный допрос со стороны всех фундаментальных законов физики. Пыль была прекрасным подозреваемым, но у нее было железное алиби, предоставленное самой термодинамикой. Дело остается открытым, и для его окончательного решения нам потребуется нечто еще более удивительное. Мы прошли долгий путь. Мы разрушили стены вечности и статичности. Мы объединили мощь двух великих открытий – рождения Вселенной и ее расширения, чтобы объяснить, почему ночь так упоительно темна. Мы разоблачили ложного подозреваемого – космическую пыль, показав, что она не может быть решением. Кажется, дело закрыто, тайна раскрыта, и можно ставить точку. Но сейчас я попрошу вас приготовиться. Потому что все, что я говорил до этого момента, было лишь подготовкой к главному, самому ошеломляющему повороту в нашей истории. К секрету, который превращает всю проблему в ее полную противоположность. Дело в том, что ночное небо не черное. Это утверждение звучит как чистое безумие, как провокация. Мы только что потратили столько усилий, объясняя эту самую черноту. Но наука в своем познании подобна альпинисту, который, взобравшись на одну вершину, видит, что за ней открывается еще более высокая и захватывающая гора. Парадокс Ольберса был решен, но решение оказалось куда более странным и прекрасным, чем кто-либо мог вообразить. История этого невероятного открытия началась не в величественной обсерватории на вершине горы, а в куда более прозаичном месте – в лабораториях компании Bell в Нью-Джерси в середине 60-х годов XX века. Два радиоастронома, Арно Пензиас и Роберт Вильсон, настраивали большую рупорную антенну, изначально построенную для работы со спутниками связи.
Их целью было составить карту радиоизлучения Млечного Пути. Но они столкнулись с проблемой, с необъяснимой, назойливой, всепроникающей проблемой. Их сверхчувствительный приемник улавливал постоянный слабый фоновый шум. Шипение. Откуда бы они ни направляли свою антенну на центр галактики, на ее окраины, в самые пустые, казалось бы, участки неба, шум не исчезал. Он был везде. Он был абсолютно одинаков во всех направлениях. Пензиас и Вильсон были первоклассными инженерами. Они предположили, что проблема в оборудовании. Они проверили все контакты. Они пересобрали электронику. Они даже взобрались внутрь гигантского рупора и вычистили его от, как они выразились, белого диэлектрического материала, оставленного парой поселившихся там голубей. Но шум остался. Он шел не из Нью-Йорка, ни от Солнца, ни из нашей галактики. Он шел отовсюду. Словно сама пустота между звездами тихо, но настойчиво гудела на определенной микроволновой частоте. В это же самое время, всего в нескольких десятках километров от них, в Принстонском университете, группа теоретиков под руководством Роберта Дики работала над прямо противоположной задачей. Основываясь на идеях о горячем большом взрыве, они пришли к выводу, что от самой ранней, огненной эпохи Вселенной должно было остаться реликтовое тепловое излучение. Они рассчитали, что из-за триллионов лет расширения это древнее сияние должно было остыть до температуры всего в несколько градусов выше абсолютного нуля и сегодня проявлять себя как слабое микроволновое излучение, равномерно заполняющее все небо. Они даже начали строить собственный радиотелескоп, чтобы попытаться поймать этот сигнал. И тут, по счастливой случайности, один из ученых услышал о загадочном шуме, от которого не могли избавиться инженеры в Белл. Два кусочка головоломки сошлись вместе с оглушительной ясностью. Пензиас и Вильсон, пытаясь устранить помехи, случайно наткнулись на величайшее открытие в космологии. Они услышали эхо сотворения мира. То, что они обнаружили, мы сегодня называем космическим микроволновым фоновым излучением или реликтовым излучением. И это окончательный, самый изящный ответ на парадокс Ольберса. Чтобы понять его суть, нам нужно совершить самое далекое путешествие во времени, назад, к эпохе, когда Вселенной было всего около 380 тысяч лет. В те времена Вселенная не была темной и пустой. Она была полной противоположностью. Это был невообразимо плотный и горячий, слепящий туман. Температура достигала нескольких тысяч градусов. Вся материя существовала в виде плазмы, бурлящего супа из атомных ядер, в основном водорода и гелия, и свободных электронов. В этом супе были заперты фотоны, частицы света. Они не могли пролететь и миллиметра, не наткнувшись на свободный электрон и не изменив своего направления. Свет был прикован к материи. Вселенная была абсолютно непрозрачной, как поверхность Солнца или густой туман. Но Вселенная продолжала расширяться и остывать. И вот когда возраст мира достиг отметки в 380 тысяч лет, температура упала до критического значения. Энергии стало недостаточно, чтобы удерживать электроны в свободном состоянии. Они начали захватываться атомными ядрами, образуя первые в истории нейтральные атомы. Этот процесс называется рекомбинацией. И в этот момент произошло чудо. Туман рассеялся. Препятствия для света исчезли. Фотоны, которые до этого были заперты в плазменной тюрьме, были отпущены на свободу. Представьте себе гигантский стадион, заполненный людьми, которые беспорядочно бегают и толкаются. Если вы попытаетесь бросить мяч с одного конца на другой, он тут же в кого-нибудь врежется. Но вот по команде все люди замирают на своих местах. Теперь вы можете бросить мяч, и он беспрепятственно пролетит через весь стадион. Рекомбинация была такой командой «Замри» для Вселенной. И вот этот свет, испущенный в момент, когда Вселенная впервые стала прозрачной, был отпущен на волю и с тех пор путешествует сквозь пространство. Он летит к нам со всех сторон, потому что в ту эпоху вся Вселенная была этим светящимся туманом. Куда бы мы ни посмотрели, мы смотрим на этот древний берег эпохи рекомбинации. Но почему же мы не видим это ослепительное сияние? Ответ мы уже знаем. Великое растяжение.
За те 13 с лишним миллиардов лет, что этот свет летел к нам, Вселенная расширилась более чем в 1000 раз, и световая волна растянулась вместе с ней. Невероятно горячее, яркое, видимое излучение с температурой в 1000 градусов было растянуто, охлаждено космологическим красным смещением до состояния холодных микроволн, соответствующих температуре всего в 2,7 градуса выше абсолютного нуля. Вот он, главный секрет. Парадокс Ольберса был прав в своей исходной посылке. Небо действительно равномерно заполнено светом. Вся небесная сфера действительно светится. Но это не свет близких и далеких звезд. Это после свечения самого Большого Взрыва. Оно невидимо для наших глаз, эволюционировавших, чтобы видеть узкую полоску света от нашего Солнца. Но оно абсолютно реально. Если бы наши глаза были способны видеть микроволны, ночное небо предстало бы нам не черным, а равномерно сияющим ослепительным полотном. Темнота, которую мы видим, это лишь иллюзия, порожденная ограниченностью нашего зрения. Космос не пуст и не темен, он залит светом своего собственного рождения. Мы разгадали великую тайну ночи, мы поняли, что видимая нами темнота – это сложное повествование о рождении и росте мира. Она соткана из двух главных нитей – конечного возраста Вселенной, который ставит предел нашей видимости, и ее расширения, которое растягивает и ослабляет свет далеких звезд. И как вишенка на торте мы обнаружили, что сама эта тьма на самом деле не темная, а залита невидимым для нас микроволновым сиянием, эхом Большого Взрыва. Казалось бы, мы заглянули в самую суть пустоты между звездами. Но здесь нас ждет еще одно, возможно, самое головокружительное открытие современной науки. Это пустота, это чернота, которую мы так долго пытались объяснить, на самом деле вовсе не пуста. Напротив, она содержит в себе почти все, из чего состоит наша Вселенная. И это все величайшая загадка, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Давайте сперва оценим, насколько пусто межгалактическое пространство на самом деле. Если мы возьмем всю обычную, знакомую нам материю, атомы, из которых состоят звезды, планеты, туманности, и мы с вами, и равномерно размажем ее по всему объему наблюдаемой Вселенной, то ее средняя плотность будет удручающе низкой. Примерно 1 атом водорода на кубический метр. Это вакуум, который в миллиарды раз разреженнее лучшего вакуума, который мы можем создать в земных лабораториях. Это почти идеальное ничто. И долгое время считалось, что именно из этого ничто и состоит основная часть космоса. Но реальность оказалась куда более странной и многослойной. Первый намек на то, что мы чего-то не видим, появился еще в 30-е годы 20 века, благодаря наблюдениям швейцарско-американского астронома Фрица Цвикке. Изучая скопление галактик в созвездии Волосы Вероники, он заметил странность. Галактики в этом скоплении двигались слишком быстро. Они носились друг вокруг друга с такими скоростями, что гравитации всех видимых звезд, газа и пыли было совершенно недостаточно, чтобы удержать их вместе. По всем законам ньютоновской механики это скопление должно было давным-давно разлететься в разные стороны, как капли воды со слишком быстро вращающегося колеса. Чтобы оно оставалось стабильным, в нем должно было присутствовать огромное количество какой-то скрытой, невидимой массы, которая своей гравитацией связывала бы его воедино. Цвикке назвал эту загадочную субстанцию «Данкл материя» – «темная материя». Тогда на его работу почти не обратили внимания. Но десятилетия спустя, в 70-х и 80-х годах, другая женщина-астроном, Вера Рубин, получила неопровержимые доказательства существования этой материи, изучая вращение отдельных спиральных галактик. Она обнаружила, что звезды на окраинах галактик вращаются вокруг центра почти с той же скоростью, что и звезды вблизи него. Это полностью противоречило ожиданиям. Ведь если бы вся масса была сосредоточена в видимых звездах в центре, то внешние звезды, как и далекие планеты в нашей Солнечной системе, должны были двигаться гораздо медленнее. Тот факт, что они движутся так быстро, означал, что они находятся под воздействием мощного гравитационного поля от чего-то, что мы не видим. Галактики
оказались погружены в гигантские сферические галы из этой невидимой темной материи. Она не светится, не поглощает свет, не отражает его. Она взаимодействует с нашим миром только одним способом – через гравитацию. Сегодня мы знаем, что эта загадочная темная материя составляет около 27% всей массы энергии во Вселенной. Подумайте об этом. На каждый килограмм обычной материи, из которой состоят мы, наша планета и все звезды на небе, приходится более 5 килограммов невидимой, таинственной субстанции, природу которой мы не понимаем. Это она служит невидимым каркасом, гравитационным клеем, на котором, как жемчуг на нитке, собирается видимая материя, формируя галактики и их скопления. Темнота между звездами на самом деле пронизана этим невидимым веществом. Но и это еще не все. В конце 90-х годов 20 века астрономы, изучавшие далекие сверхновые звезды, сделали открытие, которое потрясло основы космологии во второй раз. Они пытались точно измерить, как со временем замедляется расширение Вселенной. Все ожидали, что гравитация всей материи, включая темную, должна тормозить этот процесс, как камень, подброшенный вверх, замедляется под действием притяжения Земли. Но результаты оказались прямо противоположными. Оказалось, что расширение Вселенной не замедляется. Оно ускоряется. Это было все равно, что подбросить камень и увидеть, как он, вместо того, чтобы замедлиться и упасть, начинает лететь вверх все быстрее и быстрее. Должна существовать какая-то сила, какая-то энергия, разлитая по всему пространству, которая действует как антигравитация, расталкивая галактики друг от друга и заставляя Вселенную раздуваться с ускорением. Эту еще более загадочную сущность назвали темной энергией. Она не похожа ни на что, что мы знаем. Она не собирается в сгустки, как обычная или темная материя. Она, по-видимому, является свойством самого вакуума, самого пустого пространства. И ее количество просто ошеломляет. Согласно самым последним данным, эта темная энергия составляет около 68% всей массы энергии во Вселенной. А теперь давайте соберем пазл воедино. Вся обычная материя. Все, что мы видим, все, что мы можем потрогать, все звезды, галактики, планеты и туманности – составляет менее 5% от общей массы С-энергии Вселенной. Около 27% – это невидимая темная материя, которая связывает космос своей гравитацией. И оставшиеся 68% – это таинственная темная энергия, которая расталкивает его, ускоряя расширение. Это значит, что 95% содержимого нашей Вселенной скрыто от нас во тьме. Та самая чернота ночного неба, которую мы считали пустотой, на самом деле является главной ареной, где действуют самые фундаментальные и самые загадочные силы в природе. Она не пуста. Она наполнена до краев величайшими тайнами науки. Когда мы смотрим в эту тьму, мы смотрим на океан непознанного. Мы лишь крошечная пенка, 5% пены на поверхности этого бездонного темного океана. Наша видимая Вселенная – это лишь редкие огоньки на гигантском невидимом континенте. И понимание природы темной материи и темной энергии – это главный вызов для физики 21 века. Мы совершили грандиозное путешествие от простого вопроса к сложнейшим концепциям современной космологии. Мы увидели, что темнота – это не отсутствие, а присутствие. Присутствие истории, законов физики, невидимой материи и таинственной энергии. Но теперь, в конце нашего пути, давайте повернем телескоп в другую сторону. От далеких галактик и отголосков Большого взрыва к нам самим. Что эта величественная, наполненная смыслом темнота говорит о нас, о человечестве, о нашем месте в этом огромном, холодном и, на первый взгляд, безразличном космосе? Возможно, именно здесь, в этом экзистенциальном отражении, кроется самый глубокий урок ночного неба. Во-первых, темнота – это наше окно в прошлое. И это не просто красивая метафора. Когда мы смотрим на ночное небо, мы единственные известные нам существа, которые могут сознательно заглядывать в историю Вселенной.
Свет от звезды, на которую вы смотрите, мог быть испущен в год вашего рождения, или во времена Римской империи, или даже до того, как динозавры появились на Земле. Эта чернота, разделяющая светящиеся точки, это не просто пространство, это время. Она дает нам перспективу. Она напоминает нам, что наша жизнь, история нашей цивилизации, даже история нашего вида – это лишь мимолетная вспышка на фоне космических эпох. Это знание может показаться уничижительным, но в нем есть и величие. Оно связывает нас с самым началом времен. Оно делает нас не просто обитателями планеты, а свидетелями вселенской драмы. Во-вторых, темнота подчеркивает нашу невероятную изолированность и одновременно нашу уникальность. Взгляните на эту бездну. На эти крошечные далекие огоньки, разделенные невообразимыми пропастями пустоты и тьмы. Мы живем на маленьком, теплом, голубом островке света и жизни посреди этого безбрежного, холодного и темного океана. Долгое время это осознание порождало страх, чувство космического одиночества. Но сегодня мы можем взглянуть на это иначе. Эта темнота – это то, что делает наш мир таким драгоценным. Наш островок – это не тюрьма, а сокровище. Возможно, где-то там, в этой тьме, есть и другие такие островки. Но пока мы их не нашли, наш единственный известный нам дом для жизни, для разума, для сознания. Темнота вокруг не умаляет наш свет, а наоборот, делает его ярче и значимее. И в-третьих, что самое поразительное, темнота ночного неба напрямую связана с самой нашей биологией, с тем, как мы устроены. Почему наши глаза видят именно тот узкий спектр света, который мы называем видимым? Почему мы не видим радиоволны или рентгеновские лучи? Ответ прост. Мы – дети нашего Солнца. Наша звезда, как и любая другая, излучает в широком диапазоне волн, но пик ее излучения приходится именно на тот самый видимый спектр. За миллиарды лет эволюции жизнь на Земле приспособилась использовать самый обильный и эффективный источник энергии. Наши глаза – это биологические телескопы, идеально настроенные на частоту нашего родительского светила. Именно поэтому для нас небо темно. Мы эволюционировали, чтобы видеть яркий свет нашей звезды, а не слабое, растянутое эхо большого взрыва или тусклое сияние далеких галактик. Наше восприятие реальности – это прямое следствие нашего локального космического окружения. Если бы мы эволюционировали на планете у красного карлика, наш видимый спектр был бы смещен в инфракрасную область. Если бы мы были существами, рожденными в газопылевой туманности, возможно, мы бы видели в радиодиапазоне. Темнота ночного неба – это зеркало, отражающее не только историю Вселенной, но и историю нашей собственной эволюции. Она говорит нам: вы видите мир таким, потому что вы – продукт вот этой конкретной звезды на вот этой конкретной планете. Наша субъективная реальность выкована в горниле объективных законов космоса. Таким образом, глядя в эту глубокую бархатную тьму, мы смотрим в тройное зеркало. Мы видим прошлое Вселенной. Мы видим наше настоящее, хрупкий островок света в бескрайнем океане. И мы видим самих себя, существ, чьи органы чувств и само сознание являются продуктом этого великого космического контекста. Темнота – это не то, что отделяет нас от Вселенной. Наоборот, это то, что связывает нас с ней самым глубоким и интимным образом. Она – напоминание о том, что мы не просто в космосе. Мы и есть космос, познающий самого себя. Мы начали с простого, почти детского вопроса: почему ночью темно? И закончили у самых границ познания, вглядываясь в природу реальности, в тайны темной материи и в зеркало нашего собственного существования. Мы увидели, что ответ на этот вопрос – это не одно предложение, а целая эпопея. Темнота – это не пустота. Темнота – это величайшее повествование из всех когда-либо рассказанных. Это исторический документ. Черные чернила на пергаменте ночи рассказывают нам о дне рождения Вселенной. Они свидетельствуют, что у нашего мира было начало. Тот самый огненный момент 13,8 миллиарда лет назад.
свет от которого до сих пор омывает нас в вашем виде невидимого микроволнового фона. Это хроника жизни. Темнота – это отпечаток непрерывного роста и эволюции космоса. Она рассказывает нам о великом расширении пространства-времени, которое растягивает свет, убавляет его энергию и разносит галактики все дальше друг от друга. Эта динамика превращает потенциальный огненный ад в спокойную, холодную красоту, которую мы наблюдаем. Это каталог скрытых сокровищ. В этой темноте, как в гигантском сейфе, хранятся самые большие загадки науки. 95% содержимого Вселенной – темная материя, которая лепит структуру космоса, и темная энергия, которая диктует его судьбу, скрыты в этой черноте. Она не пуста. Она полна тайн, которые еще предстоит разгадать будущим поколениям ученых. И, наконец, это философское зеркало. Темнота рассказывает нам историю о нас самих, о нашем хрупком, но драгоценном месте во Вселенной, о нашем уникальном сознании, способном задавать такие вопросы и искать на них ответы, о самой нашей биологии, настроенной на свет нашего родного Солнца. Так что в следующий раз, когда вы выйдете на улицу ясной ночью и поднимете голову к небу, не думайте о темноте как об отсутствии чего-либо. Подумайте о ней как о присутствии всего. Подумайте о ней как о самой полной и честной книге по истории мироздания, которую вы когда-либо читали. Ее страницы написаны не буквами, а законами физики. Ее главы – это эпохи, длившиеся миллиарды лет. А ее главный герой – сама Вселенная, которая через эту спокойную, величественную тьму рассказывает нам свою собственную историю. Историю, которая началась со слепительной вспышки и продолжается до сих пор. И мы с вами, стоя здесь, на этой маленькой планете, имеем невероятную привилегию быть ее читателями. И, возможно, однажды мы сможем дописать в ней и свою собственную главу. И вот мы стоим на вершине. Путь был долог и извилист, он вел нас через лабиринты логики и сквозь эпохи космической истории. Мы начали с простого, обманчиво наивного вопроса и, найдя на него ответ, почувствовали, как под нашими ногами разверзлась бездна нового знания. Мы победили парадокс Ольберса. Мы заглянули в лицо тьме и заставили ее рассказать свою историю. Историю о рождении, о расширении, о невидимом свете и невидимой материи. Кажется, что книга закрыта, ее последняя страница перевернута. Мы можем выдохнуть с удовлетворением, с тем приятным чувством завершенности, которое дарит решенная головоломка. Но Вселенная, подобно величайшим рассказчикам, никогда не ставит окончательную точку. Каждый ее ответ – это лишь завязка для новой, еще более грандиозной и непостижимой истории. И та самая темнота, которую мы, как нам кажется, поняли, продолжает шептать. И если мы прислушаемся достаточно внимательно, мы услышим, что ее рассказ еще далеко не окончен. Она говорит нам не только о прошлом, но и о будущем, и о той тьме, что лежит за пределами нашего нынешнего понимания. Первый шепот, который мы слышим, доносится из далекого, невообразимо далекого будущего. Он говорит нам о судьбе самой этой темноты. Мы узнали, что расширение Вселенной не просто продолжается, оно ускоряется, подгоняемое таинственной темной энергией. Это открытие, сделанное на рубеже тысячелетий, имеет ошеломляющие последствия для будущего ночного неба. Сегодня мы живем в золотой век космологии. Мы можем видеть миллионы, миллиарды других галактик. Мы можем изучать их, любоваться ими, чувствовать себя частью этого грандиозного космического архипелага. Но это временная роскошь. Ускоряющееся расширение – это приговор. Оно означает, что прямо сейчас, в эту самую секунду, далекие галактики пересекают невидимую черту, наш космический горизонт событий, и исчезают из нашего поля зрения навсегда. Их свет, отправленный к нам после пересечения этой черты, уже никогда до нас не долетит, потому что само пространство между нами и ними будет расширяться быстрее скорости света. Представьте, что вы стоите на палубе корабля, а все остальные корабли в океане не просто уплывают от вас, а их уносит все более быстрым течением. Сначала исчезают те, что на горизонте, а затем те, что были ближе. Через какое-то время, сколько бы вы ни вглядывались в самый мощный бинокль, вы не увидите ничего, кроме волн. Ваш мир
станет пустым. То же самое ожидает и нашу галактику. Пройдут сотни миллиардов лет. Небо, которое мы знаем сегодня, усыпанное туманными пятнышками далеких галактик, начнет пустеть. Одна за другой они будут гаснуть, пересекая горизонт. Сначала исчезнут самые далекие квазары, затем целые скопления галактик, затем наши ближайшие соседи. В конце концов, примерно через 100-200 миллиардов лет все галактики за пределами нашей местной группы, небольшого скопления гравитационно связанного с Млечным Путем и Андромедой, станут для нас невидимы. А дальше еще большее одиночество. Наша местная группа со временем сольется в одну гигантскую эллиптическую галактику, которую футурологи иногда называют Милкомедой. И для гипотетических наблюдателей, которые будут жить в этой галактике через триллион лет, Вселенная будет выглядеть совершенно иначе. Они посмотрят на небо и увидят только звезды своей собственной галактики. За ее пределами будет простираться абсолютная непроницаемая вечная тьма. Не будет никаких признаков других галактик. Не будет красного смещения, которое могло бы навести на мысль о расширении. Даже реликтовое излучение, эхо Большого Взрыва, к тому времени растянется настолько, что его длина волны станет больше размера самой наблюдаемой Вселенной, и оно станет абсолютно необнаружимым. Эти будущие астрономы, какими бы гениальными они ни были, будут заперты в своей собственной версии парадокса Ольберса, но наоборот. Они посмотрят на небо и придут к единственно логичному для них выводу. Их галактика – это и есть вся Вселенная. Огромный, статичный, вечный остров света в бесконечной пустоте. Вся великая история о Большом Взрыве, о расширении, о космической эволюции будет для них утеряна навсегда. Тьма, которая сегодня рассказывает нам историю, однажды эту историю сотрет. Это первый, леденящий душу шепот о будущем, в котором знание будет утрачено, а космос станет невыразимо одинок. Второй шепот доносится не из будущего, а из самой структуры той тьмы, что окружает нас прямо сейчас. Решив парадокс Ольберса, мы, как неосторожные археологи, вскрыли гробницу, из которой вырвались на свободу два куда более грозных призрака – темная материя и темная энергия. Мы объяснили видимую тьму, но ценой этого объяснения стало осознание того, что мы живем в мире, на 95% состоящем из тьмы совершенно иного рода. Тьмы нашего собственного невежества. Подумайте об этом. Все, что мы знаем, все, из чего построена наша наука – протоны, нейтроны, электроны, фотоны – это лишь жалкие 5% от общей картины. Мы объяснили, почему не светится пустота между звездами, но мы понятия не имеем, из чего состоит сама эта пустота. Что такое темная материя? Является ли она неким экзотическим типом частиц, которые не взаимодействуют с нами никак, кроме гравитации? Может быть, это так называемые вимпы, слабо взаимодействующие массивные частицы? Или аксионы? Или стерильные нейтрино? По всему миру, глубоко под землей, в бывших шахтах и тоннелях, ученые строят невероятно сложные ловушки для призраков, детекторы, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю, в надежде поймать хотя бы одну из этих частиц, пролетающих сквозь Землю, и зафиксировать ее слабое столкновение с обычным веществом. Это похоже на попытку услышать падение одной единственной снежинки во время оглушительной бури. А темная энергия – это загадка еще более глубокого, почти философского уровня. Что это за сила, что заставляет саму ткань пространства расширяться с ускорением? Является ли она энергией самого вакуума, как предсказывал еще Эйнштейн? Если так, то почему ее значение именно такое, какое мы наблюдаем? Теоретические расчеты дают величину, которая отличается от наблюдаемой на 120 порядков. Это самое большое расхождение между теорией и экспериментом за всю историю физики. А может, это некое новое, пятое, фундаментальное поле, пронизывающее Вселенную, так называемая квинтэссенция? Или, может быть, наше понимание гравитации на космических масштабах в корне неверно, и общая теория относительности – это лишь частный случай более общей теории? Эта двойная загадка – это и есть настоящая темнота современной космологии.
Она шепчет нам, что решение парадокса Ольберса было лишь первым шагом в гораздо более темный и запутанный лес. Мы прорубили просеку и вышли на поляну лишь для того, чтобы увидеть, что вокруг нас простираются бесконечные нехоженные чащи. Эта тьма говорит нам о пределах нашего знания. Она смиряет нашу гордыню и напоминает, что мы все еще дети, играющие на берегу огромного, непознанного океана. И, наконец, есть третий шепот. Самый тихий, самый близкий и, возможно, самый тревожный. Он говорит не о будущем Вселенной и не о тайнах физики. Он говорит о будущем нашей способности видеть эту самую тьму. Мы, люди 21 века, возможно, последнее поколение в истории, которое еще может увидеть ночное небо таким, каким его видели Аристотель, Галилей и Ольберс. Та самая темнота, которая несла в себе столько информации, столько историй и поэзии, исчезает. И стираем ее мы сами. Наши города, наши дороги, наши заводы и дома излучают в небо колоссальное количество искусственного света. Этот свет рассеивается в атмосфере, создавая над нами постоянное световое загрязнение, оранжевый купол, который скрывает звезды. Для миллиардов людей на планете Млечный Путь это уже не реальный объект на небе, а картинка из учебника. Мы променяли величие космоса на тусклое сияние уличных фонарей. Мы, в своем стремлении победить нашу маленькую локальную ночную тьму, стираем великую космическую темноту, которая является нашим окном во Вселенную. Этот третий шепот – это предупреждение. Он говорит, что, разгадав загадку тьмы, мы рискуем потерять саму эту тьму как источник вдохновения и знания. Мы топим тихий шепот Вселенной в оглушительном шуме нашей собственной цивилизации. Мы становимся добровольными узниками нашей собственной искусственно освещенной пещеры, отвернувшись от театра теней космоса, разыгрывающегося над нашими головами. Возможно, величайший парадокс нашего времени заключается в том, что, поняв, насколько ценна и информативна темнота, мы с беспрецедентной скоростью ее уничтожаем. Так что, когда вы в следующий раз найдете место, где еще можно увидеть по-настоящему темное небо, вслушайтесь. Вслушайтесь в эти три шепота, в шепот далекого одинокого будущего, в шепот бездонных тайн, скрытых в самой ткани реальности, и в тихий, грустный шепот исчезающей красоты. И вы поймете, что история темноты не закончена. Мы лишь стоим на ее пороге, и самые главные ее главы еще не написаны. И будут ли они написаны вообще, зависит уже не только от Вселенной, но и от нас. На дворе 2050 год. Мы предлагаем вам стать участником одной из наиболее увлекательных экспедиций, чья миссия заключается в освоении иной планеты. В составе коллектива первооткрывателей вы устремляетесь ввысь, чтобы дать старт одному из самых рискованных, но одновременно чрезвычайно весомых странствий в вашей судьбе. Как для всякого участника команды, так и для всего человечества. Испытываете ли вы готовность? Спустя 40 миллионов километров вас ожидает мир зноя и кислоты. Царство второе от нашего светила планеты. Зловещий двойник Земли – Венера. И именно о ее колонизации пойдет сегодня речь. Изнурительные месяцы странствия остались позади. Мы прибыли. Наш звездный корабль с экипажем на борту подходит к планете с целью занятия ее орбиты. Что в принципе нам известно об этом мире, что предстоит пережить членам команды. Если излагать кратко, Венера – это вторая планета от Солнца, и средний температурный режим там достигает приблизительно 460 градусов по шкале Цельсия, что превосходит температуру, при которой плавится свинец. Значительная часть органических соединений также не может сохранять свою структуру при подобном жаре. На Марсе, для сопоставления, средняя температура составляет 40 градусов по Цельсию ниже нуля. Однако сопоставлять его с Марсом не имеет особого смысла, ведь Венеру, принимая во внимание ее габариты и массу, причисляют к планетам земного типа. В чем же заключается сходство и каково все-таки преимущество планеты, носящей имя богини любви, перед красной планетой, названной в честь бога войны?
Начнем с того, что радиус Венеры равен примерно 6000 километров. Это составляет 95% от радиуса Земли. Ее масса достигает немногим более 81% от земной. При этом ускорение свободного падения там составляет практически 9 метров в секунду, в то время как на нашей родной планете оно приближается к 10. На Земле от смертоносной солнечной радиации человечество оберегает озоновый слой и магнитное поле, которое генерируется ядром нашего мира. У Венеры же магнетизм ощутимо слабее. Тем не менее, на границе ее атмосферы присутствует ионизированный слой, формирующий достаточную преграду, чтобы не требовались добавочные средства защиты. Иными словами, почти Земля, но не совсем. Венера обладает атмосферой, которая в 90 раз плотнее земной и для человека является крайне агрессивной и ядовитой. А давление там сопоставимо с давлением на глубине в 1 километр в океане Земли. Выходить на поверхность – не самая лучшая затея, если отсутствует желание свариться, словно яйцо в кислотном растворе. Но переживать не следует. Высадка на саму планету и не является частью планов экипажа. День первый. Гравитация планеты успешно захватила космический корабль, и он занял ее орбиту. Последующей задачей становится вхождение в атмосферу. Здесь она чрезвычайно плотна, что окажется выгодным для торможения в процессе спуска. Чтобы основать колонию на Марсе, к примеру, необходимо осуществить посадку на его поверхность. Для Венеры же будет достаточным войти в верхние атмосферные слои и приступить к созданию поселения, чья цель – оставаться в небе. В процессе возвращения на Землю аппараты космического назначения применяют аэродинамическое торможение, а затем планирование или спуск на парашютах. Эти же отработанные технологии используются и на Венере, ведь на значительном удалении от поверхности плотность ее атмосферы имеет сходство с земной. Так как это и представляет собой финальную цель, команда корабля снижает скорость до приемлемых значений и на завершающем отрезке пути переходит к управляемому полету. К слову, в разряженной атмосфере Марса и парашюты, и крылья окажутся менее продуктивными. Потребуется торможение с помощью ракетных двигателей, а это представляет собой более сложную и затратную задачу. День 35. Команда корабля завершила всестороннюю проверку систем оснащения для дирижабля. Его начинают наполнять газовой смесью, состоящей из кислорода и азота, что обеспечивает ему плавучесть. Этот дирижабль станет домом для самых первых поселенцев на Венере. Он будет дрейфовать вокруг планеты, подхваченной естественными ветрами. Атмосфера Венеры преимущественно состоит из диоксида углерода. Однако на высоте в диапазоне от 50 до 70 километров от поверхности поджидает один малоприятный сюрприз. Речь идет об облаках, состоящих из серной кислоты. Ощущение жжения в глазах гарантировано. К тому же из-за этих облаков посмотреть сквозь них со стороны не видится возможным. К слову, материалом для аэростатов служат плотные четырехслойные ткани, покрытые снаружи веществом, напоминающим тефлон серебристого оттенка. Он демонстрирует достаточную устойчивость к кислоте. Наши первооткрыватели исполнили свою первую и значимую миссию, подтвердив, что жизнь в облаках Венеры – это осуществимая реальность. Температура здесь аналогична средиземноморскому региону на Земле, а давление в 1 бар также идентично земному. Подобные условия существуют на высоте в 50 километров над поверхностью выше облачного яруса. Аэростат выполняет функцию жилища, причем довольно комфортабельного, хотя теннисных кортов мы не сулим. Нет необходимости расходовать энергию на обогрев, поскольку солнечного света тут в избытке. Не зря Венеру нарекли утренней звездой, ведь ее облака превосходно отражают лучи Солнца, делая ее яркой для наблюдателей с Земли. Венера расположена значительно ближе к Солнцу, и, как следствие, ей достается огромное количество солнечной энергии. Интенсивность излучения на ней в 4 раза превышает, например, показатели Красной планеты. Настолько же в сравнении с Марсом будет выше и эффективность применения солнечных батарей. День 354. Колонисты живут и трудятся внутри дирижаблей.
К этому моменту уже смонтированы панели с фотоэлементами непосредственно на верхних частях аэростатов, а также некоторые из них вынесены в стороны от гондол. Поскольку фотоэлементы находятся выше облачного яруса, исключаются любые помехи на пути света к ним. Кроме того, изобилие Солнца положительно влияет на выращивание флоры, которая важна для генерации кислорода и продовольствия. Также светило станет единственным источником энергии для будущей индустрии на парящих фабриках. На Марсе, кстати, для выработки нужного объема энергии пришлось бы занять солнечными панелями колоссальные территории. К тому же, мощные и затяжные пылевые бури способны губительно отразиться на энергетике Марса. Чего не скажешь о Венере. День 545. Дистанция от Земли до Венеры колеблется в пределах от 38 до 261 миллиона километров. В этот день открывается новое стартовое окно, которое будет появляться чаще, чем для полетов на Марс. С Земли отправляется очередная миссия по доставке новых членов экипажа и жизненно важных систем обеспечения. Дополнительные солнечные панели, резервное горючее, кислород, вода, система утилизации пищевых отходов, медицинские принадлежности, а также инструменты и аппаратура для новых исследований. Мы на Венере уже 1000 дней. На Земле стартует масштабный медийный проект в честь 1000-го дня жизни на Венере. Земляне ведут диалог по спутниковому каналу с венерианцами. Коммуникационная сеть, развернутая на орбите планеты, работает безупречно. Это подлинный прорыв и великолепная дата для торжества, но не стоит слишком увлекаться. День 1134. С борта парящей лаборатории периодически прямо на поверхность планеты спускаются исследовательские зонды, своим видом напоминающие земные глубоководные батискафы. Предупреждаем, не пытайтесь в них проникнуть. Во время спуска попутно происходит накопление электроэнергии. Для этого наружу, в набегающий газовый поток, выставляется крыльчатка. Она начинает вращаться, и электрогенератор производит электрический ток. Накапливая энергию в аккумуляторах, ее впоследствии применяют для освещения ландшафтов Венеры с помощью прожекторов и фотовспышек. Действительно, на поверхности планеты господствует вечный полумрак, но и там может таиться нечто поразительное. День 2055. Зарегистрирован первый инцидент. Прокол оболочки аэростата, который привел к разгерметизации. К счастью, у вас есть алиби. К краям платформы, где обитают поселенцы, прикреплена гигантская сферическая оболочка, ограничивающая воздушное пространство острова. Она изготовлена из нескольких слоев синтетической пленки. Между ними циркулируют газовые смеси, содержащие вещества-индикаторы, которые оповещают о возможных повреждениях оболочки. Именно по такому индикатору и был обнаружен прокол. Но в воздушном пространстве сложностей с декомпрессией не возникнет. Идентичное давление внутри и снаружи означает, что при разгерметизации утечка воздуха будет происходить медленно. Даже при значительном повреждении оболочки потребуется более месяца, чтобы потеря воздуха достигла критического уровня, что предоставляет солидный запас времени для ремонта или эвакуации. Аварийная ситуация была благополучно ликвидирована, а виновник сброшен на поверхность. Настал день 2570. К этому времени на Венере был уже давно, и основательно налажен технологический процесс извлечения самого ценного и жизненно необходимого ресурса – воды. Водяных паров в той форме, в которой они существуют в земных облаках, здесь попросту нет, однако в качестве компенсации природа предоставила практически неисчерпаемый избыток концентрированной серной кислоты. Ученые-химики колонии, настоящие волшебники молекулярных преобразований, применяют для получения драгоценной влаги несколько отточенных и высокоэффективных методик. Ключевым способом, например, является реакция восстановления с использованием горючего оксида углерода, который также добывается из атмосферы. В специальных реакторах под давлением кислота вступает во взаимодействие с газом и в итоге распадается на диоксид серы,
который улавливается для дальнейшей переработки, диоксид углерода, и, самое главное, необходимую для всякой жизни воду. Помимо чисто химических методов, в дело вступают и биотехнологии. В гигантских чанах культивируются особые штаммы экстремофильных бактерий, которые с жадностью поглощают серу непосредственно из кислоты, выделяя в качестве побочного продукта своей жизнедеятельности сероводород. Далее, с помощью целого каскада последующих химических реакций, из этого газа также извлекают чистейшую воду. Эту воду, в свою очередь, при возникновении надобности можно без труда разложить на составляющие – кислород и водород – проверенным электролитическим методом. Таким образом, колонисты обеспечивают себя не только водой, но и газом, критически важным для дыхания, и высокоэффективным, экологически чистым ракетным топливом. Для запуска и поддержания всех этих процессов вполне достаточно серной кислоты, добыть которую на Венере не представляет ни малейшего труда. В плотные венерианские облака постоянно опускаются тончайшие, но невероятно прочные сети из кислотоустойчивого композитного материала, и агрессивная серная кислота сама конденсируется на их поверхности, собираясь в специальные коллекторы. Поскольку какого-либо дефицита в воде колонисты совершенно не ощущают, в их повседневном рационе прочно обосновалась рыба, выращиваемая искусственно в огромных аквариумах, интегрированных прямо в жилые платформы. Более того, целые флотилии аэростатов, выделенных под аграрные комплексы, превратились в настоящие висячие сады. В их прозрачных ярусах, залитых мягким рассеянным светом, успешно культивируются генетически адаптированные штаммы земных растений и овощей с применением передовых методов аквапоники и гидропоники. Так что полезное занятие здесь всегда найдется для каждого специалиста. Нехватки солнечной энергии по-прежнему не наблюдается ни в малейшей степени. У летательных аппаратов, служащих домами и фабриками на Венере, есть ключевое неоценимое преимущество. Они способны вечно дрейфовать в плотных воздушных потоках и никогда не упадут на поверхность. Даже в течение бесконечно долгой, многомесячной венерианской ночи. Проходит день 3569. С завидной и точно рассчитанной периодичностью к планете устремляются новые транспортные корабли с Земли, привозя с собой свежее пополнение для экипажа, новых ученых, инженеров, врачей, а также уникальное и высокотехнологичное оборудование. Другие же колонизаторы, чья трудовая вахта подошла к концу, с чувством выполненного долга отправляются в обратный путь, домой, на сияющую вдали землю. К этому моменту венерианская колония поселенцев уже целиком и полностью перешла на автономное самообеспечение. Активно ведется добыча разнообразного сырья, позволяющего производить все необходимое непосредственно на месте. Извлекать какие-либо ресурсы из недр самой планеты все еще крайне затруднительно из-за чудовищных условий на поверхности. По этой веской причине венерианцы научились довольствоваться и виртуозно использовать то, что буквально носится в воздухе – газы, составляющие атмосферу. А это, как выяснилось, не так уж и мало. Облака здесь состоят преимущественно из уже упомянутой серной кислоты и сероводорода, но из них, а также из повсеместного углекислого газа, можно в промышленных масштабах получать чистый углерод, водород, азот и серу. Грамотное применение этих базовых химических элементов открывает поистине безграничные возможности. К примеру, углерод служит идеальной основой для создания прочнейших синтетических волокон, что дает возможность наладить производство самой разной одежды и обуви. Только вообразите на мгновение, что в вашем личном гардеробе могут однажды оказаться элегантные брюки или милые и удобные чешки, буквально сотканные из крупиц далекой Венеры. Комбинированное использование углерода и водорода позволяет с легкостью синтезировать любые углеводородные газы, в том числе метан и этилен. Первый из них применяется в качестве основного ракетного топлива для межпланетных перелетов. Второй – как эффективная реактивная масса для компактных двигателей маневрирования и позиционирования космических аппаратов. Помимо этого,
Инженеры-химики, используя доступные в изобилии газы, производят широчайший спектр разнообразных пластмасс и создают на их основе уникальные композитные материалы, которые по своим характеристикам прочности и легкости вполне успешно заменяют традиционный металл. Такая высокотехнологичная промышленность не нуждается в громоздком и тяжелом оборудовании, характерном для земных заводов. Миновал день 7689. Венерианская колония разрослась и включает в себя уже 1000 постоянных поселенцев. Невероятный, огромный город в форме скопления изящных серебристых дирижаблей величественно парит на стабильной высоте в 50 километров от поверхности уже не такой уж и враждебной планеты. В силу уникальной специфики Венеры, быт и само выживание колонистов в значительной, если не в решающей, мере зависит от достижений химической индустрии. Люди самостоятельно производят сверхпрочные материалы для строительства и расширения летающих городов, для сборки сложной техники, получают воду для питья и орошения своих висячих садов. Пожалуй, единственное, что все еще периодически доставляется с Земли, это небольшие, но концентрированные объемы специфических питательных веществ и микроэлементов для оранжерей, а также некоторые особо сложное и уникальное оснащение для химических заводов. Поскольку планета находится ощутимо ближе Марса, доставка грузов туда является относительно простой и экономичной задачей. Тем более, что речь не идет о строительстве гигантских промышленных предприятий. Люди уже в совершенстве освоили производство компактных модульных установок для осуществления всех необходимых химических процессов. Правда, фабрики целиком никто не перевозит. В этом попросту нет нужды. Модульные блоки, словно детали конструктора, доставляются и собираются в единое целое непосредственно в атмосфере Венеры. Для их точного монтажа и перемещения применяются специализированные летающие краны, вроде впечатляющего блюдцеобразного аэростата с мощными пропеллерами. Например, земной прототип, аппарат Skylifter диаметром в 150 метров, во время испытаний в земной атмосфере смог поднять груз в 150 тонн. На Венере же его грузоподъемность многократно возрастает, ведь в плотной углекислой атмосфере подъемная сила увеличивается в разы. Идет день 9518. Численность населения колонии перевалила за знаковую отметку в 100 000 человек. Это уже не просто научная станция, а полноценное живое общество. Здесь уже постоянно проживают и самоотверженно трудятся целые семьи, передавая свой опыт из поколения в поколение. И даже, к удивлению новоприбывших, успешно реализуют ароматную пакистанскую еду в маленьких уютных кафе. На летающих островах имеется вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Современный родильный дом, где появляются на свет первые коренные венерианские малыши. Прекрасно оборудованные больницы, школы, где дети изучают как земные, так и местные науки, разнообразные торговые точки. И даже маленький, но очень популярный магазинчик с сувенирами, изготовленными из местных материалов. Не забудьте, кстати, возвращаясь на Землю, прихватить для близких пару магнитиков с завораживающими и немного меланхоличными венерианскими пейзажами. Наступил 10-тысячный день. Венерианцы в свои выходные дни теперь могут позволить себе неспешные променады в настоящих живописных парках, парящих в небе. Эти исполинские круглые платформы, достигающие нескольких сотен метров в поперечнике, сооружены из невероятно прочных и одновременно легких сотовых пластмассовых конструкций. Однако сверху их укрывает толстый слой плодородного грунта, на котором бережно произрастают привычные земные растения, создавая иллюзию уголка родного мира. Это своего рода небольшие парящие поселки, где уютные домики свободно разбросаны посреди тенистых садов и благоухающих парковых зон. Кажется, вы по-настоящему счастливы. И жизнь здесь не стоит на месте, она продолжает свое бурное и многогранное развитие. Да, это именно тот мир, который однажды может стать нашей общей реальностью. Все описанные проекты являются вполне осуществимыми с технической точки зрения уже в обозримом будущем.
Безусловно, их реализация чрезвычайно затратна и неимоверно сложна, но история убедительно доказывает, что фундаментальная наука всегда с лихвой возвращала вложенные в нее ресурсы, даря человечеству поистине потрясающие немыслимые ранее возможности. На данный момент, конечно, пока не существует технологий, которые бы позволили нам тотально и целенаправленно изменять условия и климат на целых планетах. Нам эти технологии, несомненно, жизненно необходимы, так как никто не способен дать твердых гарантий, что на нашей родной Земле, даже в силу абсолютно естественных, независящих от нас причин, всегда все будет оставаться благополучным. И человечеству требуется, так сказать, запасной аэродром, полигон для тренировки навыков выживания и созидания в иных мирах. Венера в этом отношении превосходный, почти идеальный кандидат. Разумеется, существуют определенные и весьма весомые этические воззрения, согласно которым мы не имеем морального права вторгаться в девственные иные миры и что-либо там кардинально преобразовывать. И уж тем более на Венере, которая могла бы иметь свои скрытые формы жизни. Как бы то ни было, нельзя отрицать тот факт, что расселение нашего вида по всей поверхности Земли во многом необратимо изменило ее первозданный облик. Наша родная планета выглядела бы сегодня значительно по-другому, если бы человек разумный так и продолжил скромно обитать в одной единственной точке мира, не распространяя свое влияние. Хотелось бы отдельно упомянуть те исследовательские миссии, которые уже сегодня находятся на стадии активной подготовки для изучения Венеры в ближайшей перспективе. Это Da Vinci Plus и Veritas, два многообещающих и амбициозных проекта НАСА. Главная задача зонда Da Vinci Plus – совершить глубокое погружение в плотные бурлящие слои атмосферы Венеры и собрать данные, которые помогут прояснить, как именно она формировалась и менялась на протяжении миллиардов лет. Veritas, в свою очередь, будет использовать самые современные радарные технологии для создания беспрецедентно детальной трехмерной карты поверхности Венеры, находясь на ее орбите. Исследователи по всему миру питают огромную надежду, что результаты этих экспедиций внесут неоценимый вклад в наше понимание того, как развивалась и эволюционировала Земля, и почему именно она в настоящее время является уникальным оазисом, пригодным для жизни, в то время как другие миры в нашей Солнечной системе остались безжизненными. Эти важнейшие миссии будут направлены к Венере в период между 2028 и 2030 годами. Необходимо отметить и еще одну чрезвычайно перспективную миссию к этой таинственной и все еще малоизученной планете, которая, если не будет переносов, стартует в 2029 году. Речь идет о масштабном проекте Венера-Д, который является плодом совместной разработки российско-американской группы исследователей. Одной из ключевых и самых интригующих задач этой экспедиции станет поиск окончательного объяснения наличию пока неопознанного наукой ультрафиолетового поглотителя в верхних слоях атмосферы Венеры. Этот таинственный компонент, который теоретически может быть результатом жизнедеятельности гигантских колоний аэробных бактерий в облаках планеты, поглощает значительную часть солнечного света.